Если вы устали от того, что вас игнорируют, отвергают или рассматривают как второй вариант, пришло время изменить игру. И для этого я научу тебя, как заставить женщину не просто хотеть тебя, а умолять о твоем внимании. Речь идет не о дешевых манипуляциях или трюках пятого сорта. Речь идет о стратегии, поведении и о том, как стать мужчиной, которого отчаянно хочет любая женщина. Но прежде чем мы углубимся в подробности, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Я знаю, что вам нравится этот тип контента, и именно ваша поддержка помогает всему этому происходить. Теперь приступим к делу. Номер 1. Как сделать ее зависимой от вас? Если вы хотите, чтобы женщина стала одержима вами, первый шаг – понять, что ее пристрастие к вам начинается с уважения, которое вы проявляете к себе. Мужчины, которые ставят себя на второй план, живут, чтобы нравиться и принимают крохи, никогда не будут в центре внимания женщины. Вам нужно иметь интересную жизнь, свои цели, самое главное – перестать быть предсказуемым. Секрет того, как ее зацепить, заключается в том, чтобы стать непредсказуемым и сложным. Будь тем парнем, который заставит ее почувствовать себя особенной, даже не ставя ее на пьедестал. Она должна чувствовать, что быть с тобой – это привилегия, а не обязанность. Это значит не отвечать немедленно на ее сообщения, хранить свою жизнь в тайне, самое главное – никогда не проявлять отчаяния. Хотите сделать женщину зависимой от вас? Так будь мужчиной, которого она не может полностью расшифровать. Номер 2. Секрет того, как заставить ее преследовать вас. Женщины не гоняются за слишком доступными мужчинами. Точка. Это правда, о которой вам никто не говорит. Самая большая ошибка, которую вы можете совершить, это отдать себя на тарелке. Ты хочешь, чтобы она преследовала тебя? Покажите, что ваше внимание редко и ценно. Перестань быть тем парнем, который всегда доступен для всего, чего она хочет. Имейте приоритеты, которые не касаются ее. Гуляйте с друзьями, посвятите себя работе, заботьтесь о своем теле и инвестируйте в свой личностный рост. Это не только заставляет вас казаться интереснее, но и пробуждает страх потерять вас. Когда женщина чувствует, что не имеет над вами полного контроля, она начинает усердно работать, чтобы получить больше вашего времени и внимания. И именно в этот момент она начинает за тобой бегать. Номер 3. Как стать для нее неотразимым. Быть неотразимой – это не только ваша внешность, хотя заботиться о своей внешности очень важно. Речь идет о том, как ты себя ведешь и какие чувства ты заставляешь ее чувствовать. Женщин привлекают уверенность, юмор и, самое главное, то, как мужчина заставляет их чувствовать себя особенными. Но не путайте это с лестью. Женщины ненавидят парней, которые совсем согласны или боятся с ними не согласиться. Будьте тверды в своем мнении, но умейте слушать. Покажите, что у вас есть ценности и что вы не готовы отказаться от них ради кого-либо. Еще один важный совет – зрительный контакт. Когда вы смотрите ей прямо в глаза, это передает уверенность и создает интенсивную связь. Объедините это с расслабленной осанкой и уверенной улыбкой, и вы получите верный рецепт того, как стать неотразимой. Номер 4. Почему она не может перестать думать о тебе? Если вы хотите занять мысли женщины, вам нужно оставлять свой след в каждом взаимодействии. Это означает, что вы должны запомниться, а не просто еще один парень, о котором она забывает на следующий день. Вступайте в глубокие разговоры, проявляйте к ней искренний интерес и задавайте вопросы, которые больше никто не задает. Но, прежде всего, знайте, когда отступить. Пространство, которое вы даете ей, чтобы она почувствовала ваше отсутствие, так же важно, как и моменты, которые вы проводите вместе. Не всегда будьте доступны, вызвать тоску. И когда вы с ней, подарите что-то уникальное. Будь тем мужчиной, которого, по ее мнению, она больше нигде не найдет. Вот в чем секрет, почему она не может перестать думать о тебе. Номер 5. Формула, позволяющая ей сильно желать вас. Желание – это сочетание тайны, уверенности и отношения. Чтобы женщина сильно желала вас, вам нужно научиться играть с ее воображением. Оставляйте подсказки о своем интересе, но никогда не выдавайте все сразу. Желание рождается из ожидания, поэтому заставьте ее представить, каково было бы быть с вами. Будьте харизматичны, но без преувеличения.
И, самое главное, держать ситуацию под контролем. Мужчины, которые знают, чего хотят, но также умеют дождаться подходящего момента, неотразимы. Никогда не позволяйте ей увидеть, что она полностью контролирует отношения. Будьте на шаг впереди, удивляйте и сохраняйте тайну живой. Это формула, которая заставит ее не просто желать вас, но и просить вашего внимания. Номер 6. Станьте мужчиной, которого она никогда не захочет оставить. Секрет того, как стать мужчиной, которого она никогда не захочет покидать, заключается в том, что он, несомненно, ценен в ее жизни. Это означает, что вы здесь не для того, чтобы заполнить пустоту, вы здесь для того, чтобы что-то добавить. Мужчина незаменимый во всех аспектах – эмоционально, интеллектуально и физически. Чтобы быть этим мужчиной, нужно глубоко познать себя и вести независимую и целеустремленную жизнь. Женщины не хотят, чтобы мужчина, который от них зависит, был счастлив. Они ищут кого-то, у кого есть своя жизнь, цели и кто все же предпочитает делиться с ними моментами. Ключ в уверенности, которую вы передаете. Будьте тем мужчиной, который, как она знает, сильный, но который также способен быть уязвимым в нужный момент. Именно эта комбинация заставит ее бояться потерять тебя и в то же время захочет держать тебя рядом с собой навсегда. Если у вас есть что предложить помимо вашего присутствия, например, эмоциональную и интеллектуальную поддержку и даже стабильность, вы станете тем мужчиной, которого она никогда не захочет покинуть. Номер 7. Как пробудить в ней неконтролируемое желание. Пробудить неконтролируемое желание женщины к вам – это не обращение к чему-то поверхностному, а, скорее, разжигание пламени, выходящего за рамки физического влечения. Для этого нужно порой быть загадкой, а не открытой книгой. Желание начинает расти, когда она чувствует, что в вас есть что-то, чего нелегко получить. Это предполагает создание умственной и эмоциональной связи прежде, чем что-либо физическое. Говорите умно, покажите, что вам есть чем поделиться. Но весь фокус в том, чтобы знать, как использовать свое поведение. Не спешите прикасаться к ней, приближаться физически. Желание возрастает, когда женщина чувствует напряжение ожидания. Используйте свой взгляд, чтобы создать настроение желания, нежно прикасайтесь, когда она меньше всего этого ожидает, но никогда не торопитесь. Секрет в контроле, в том, чтобы сохранять влечение и желание на кончиках пальцев, не позволяя пламени погаснуть. Номер 8. Заставь ее скучать по тебе и просить твоей любви. Чтобы женщина скучала по тебе и умоляла о твоей любви, нужно познать силу отсутствия. Ошибка многих мужчин заключается в том, что они всегда доступны, всегда в их распоряжении. Это не делает вас желанным, наоборот, делает вас банальным. Что заставляет женщину скучать по тебе, так это когда ты на какое-то время уходишь со сцены, когда ты не всегда делаешь для нее все. Дайте ей возможность почувствовать пустоту вашего отсутствия. Это не означает, что нужно исчезать или играть в лживые игры, а скорее научиться находиться вдали от нее настолько, чтобы она могла скучать по вам, не теряя при этом уважения. Когда вы появляетесь, будьте напряжены и предложите что-то новое. Покажите, что у вас полноценная жизнь, но это та ее часть, которая вас дополняет. Когда она это сделает, ее начнет тянуть к тайне и непредсказуемости, и она будет все больше и больше желать вашего присутствия. И вот, она начнет просить вашего внимания. Номер 9. Способ свести ее с ума от тебя. Заставить женщину от вас сходить с ума – это игра терпения и стратегии. Речь идет не о том, чтобы быть человеком, который всегда рядом, или тем, кто за каждым углом. Секрет в том, чтобы заставить ее с нетерпением ждать каждого взаимодействия. Это можно сделать с помощью маленьких сюрпризов и непредсказуемых жестов. Будьте немного более сдержанным, чем она ожидает, и позвольте ей задаться вопросом, о чем вы думаете. Будьте загадочны, не холодны и неравнодушны, и знайте, когда дать, а когда взять обратно. Целью игры здесь является показать, что у вас есть контроль, но без высокомерия. Поступая так, вы создаете напряжение, которое заставляет ее хотеть от вас большего. Используйте тайну и уверенность как мощные инструменты, чтобы привлечь ее физически и эмоционально. Помните, непредсказуемость – это топливо, поддерживающее огонь желания. Номер 10. Как заставить ее влюбляться в тебя все больше и больше. Заставлять женщину влюбляться в вас сильнее каждый день – это не просто быть романтичным,
это значит быть тем, кого она уважает и кем восхищается. Настоящий секрет того, как заставить ее постоянно влюбляться, это быть последовательными в своих действиях и словах. Это означает, что вы не можете быть идеальным человеком, а скорее человеком, который всегда растет, всегда развивается. Она хочет видеть в тебе человека, который вдохновляет ее становиться лучше, человека, обладающего глубиной и характером. Поэтому будьте тверды в своих убеждениях, относитесь к ней с уважением и всегда старайтесь совершенствоваться. Никогда не прекращайте работать над собой, своей жизнью, своим предназначением. Поступая так, вы показываете ей, что ее жизнь имеет неизмеримую ценность и что она должна бороться за то, чтобы стать ее частью. Она влюбится в твою силу, твой характер и твою способность быть настоящим мужчиной. И со временем она будет к вам привязываться все больше и больше. Давайте продолжим просмотр видео, но сначала, если вы зашли так далеко, моя любовь, оставьте комментарий ниже, указав слово «100%» или что-то подобное, чтобы сообщить вам, чтобы подтвердить, что вы узнали из видео на данный момент. Чтобы увидеть больше интересных тем, подпишитесь на канал, поставьте лайк видео и поделитесь им позже. Секрет непреодолимого соблазнения. Чувак, давай сразу к делу. Ты устал от того, что тебя оставляют в стороне, от того, что тебя игнорируют, от того, что женщины, в которых ты влюбился, просто отворачиваются от тебя или, что еще хуже, выбирают другого парня, того, которого, как ты знаешь, нет. Это не имеет значения. Что ж, реальность сурова, но это ключ к вашему успеху. Ты здесь, потому что устал быть дураком. Хотите знать, как изменить это раз и навсегда? Итак, привлеките свое внимание, скорректируйте свою позу и будьте внимательны в ближайшие несколько минут, потому что то, что вы услышите, изменит ваше отношение к женщинам. Никаких пустых обещаний и советов, которые только обманывают слабых мужчин. Сегодня основное внимание уделяется тому, чтобы стать лучше, умнее и неконтролируемым в своем отношении. Вы готовы? Итак, давайте начнем. Номер 1 – искусство привлекательности без усилий. Для начала давайте разоблачим большую ложь. Идею о том, что вам нужно приложить чудовищные усилия, чтобы привлечь женщину. Это глупый разговор. Если ты убиваешь себя, чтобы доставить удовольствие женщине, ты уже на неправильном пути. Ни одна женщина не хочет парня, который слишком старается ради чего-то естественного. И почему? Потому что она уже знает, что ты в отчаянии, и нет ничего отвратительнее, чем мужчина, который напрасно жертвует собой. Искусство непринужденной привлекательности заключается в том, чтобы быть мужчиной, которому не нужно подтверждение, чтобы чувствовать себя завершенным. Когда вы научитесь быть независимыми, а не жить для того, чтобы угождать, тогда и произойдет волшебство. Женщин привлекают мужчины, у которых есть своя жизнь, свои цели и цельная личность. Не нужно за этим гнаться, вы должны стать неотразимой до того, чтобы стать желанной, даже не приложив особых усилий. Так что перестаньте пытаться угодить. Начните жить своей жизнью так, чтобы любая женщина захотела стать ее частью, и вам не придется умолять об этом. Номер 2. Как вызвать в ней немедленное желание. Вот где дела идут хорошо. Чтобы пробудить в женщине немедленное желание, нужно быть загадкой. Если вы думаете, что просто будучи красивыми или даря цветы, можно расположить к себе женщину, вы совершенно ошибаетесь. Секрет не в твоей внешности, хотя это имеет значение, но это еще не все, а в том, как ты ее чувствуешь. Желание не только физическое, но и психологическое. Чтобы пробудить немедленное желание, вам нужно создать напряжение. Речь идет не о том, чтобы быть идеальным парнем, а о том, чтобы быть парнем, которого она не может полностью понять. Используйте свой взгляд, тон голоса, язык тела. Не будьте очевидны. Никогда не показывайте все сразу. Заставьте ее хотеть большего, поинтересуйтесь, о чем вы думаете, что собираетесь делать дальше. Это создает тайну. И ничто не привлекает женщину больше, чем неизведанное. Когда она почувствует, что ты неведомая величина, она не сможет устоять. Все просто. Притяжение создается игрой сил между тем, что открыто, и тем, что скрыто. Число 3 – сила обаяния, очаровывающая любую женщину. Очарование – это не техника, это отношение. Чтобы быть очаровательным, нужно быть искренним. Если вы пытаетесь выглядеть кем-то, кем вы не являетесь, женщины это заметят издалека.
Очарование – это доверие. Я говорю не о высокомерии и не о том, чтобы притворяться самым крутым парнем в мире, а о уверенности в себе. Очарование заключается в том, как вы ведете разговор, в том, как вы заставляете ее чувствовать себя особенной, не раздавая пустых обещаний или ложных признаний в любви. Очаровательный парень – это тот, кто умеет провоцировать, как сделать женщину одновременно удобной и заинтересованной. Если вы слишком стараетесь, вы уже проиграли. Секрет обаяния – быть естественным, но владеть ситуацией. Говорите так, чтобы она почувствовала себя важной, но не будьте эмоциональным попрошайкой. Потому что женщине нравится чувствовать себя желанной, но ей не нужен мужчина, который обращается с ней так, как будто она единственная, что имеет значение в его жизни. Умейте сбалансировать эту динамику, будьте очаровательны, но не угодливы. Номер 4. Как стать неотразимой в любой ситуации? Мужик, быть неотразимым – это не значит иметь идеальное тело или очаровательную речь. Неотразимый – это быть парнем, рядом с которым хочет быть любая женщина в любой ситуации. Это формируется с течением времени. Речь идет не только о том, чтобы быть красивым или обаятельным, но и о том, чтобы быть мужчиной, который контролирует ситуацию. Притяжение выходит далеко за рамки физического. Чтобы стать неотразимым, нужно уметь адаптироваться, быть уверенным в любых обстоятельствах, не терять эмоционального контроля, когда ситуация становится напряженной. Женщины это понимают. Они замечают, когда ты знаешь, что делаешь, когда сохраняешь спокойствие и уверенность в любой ситуации, будь то в переполненном баре, на совещании или даже в минуты кризиса. А правда в том, что неотразимый мужчина и не пытается. У него просто есть сила заставить любую женщину захотеть быть рядом с ним, потому что он знает, чего хочет, знает, что делает, и у него есть энергия, которая передает эту безопасность. Он не просто привлекателен физически, он силен в своей основе. Номер 5. Влияние простого прикосновения на соблазнение. Теперь поговорим о прикосновениях. Прикосновение – один из самых мощных элементов соблазнения, но только если его правильно использовать. Нет смысла постоянно прикасаться к женщине и надеяться, что она почувствует к вам влечение. Воздействие прикосновения заключается в его тонкости. Простое прикосновение к руке или плечу в нужный момент может оказаться эффективнее любых слов. Секрет в том, чтобы знать, когда и как играть. Прикосновение следует использовать для создания связи, чтобы она почувствовала ваше интимное присутствие. Не делайте этого импульсивно или чрезмерно. Правильное прикосновение – это то, которое передает безопасность и контроль. Ключевым моментом здесь является уверенность в своем отношении, поскольку прикосновение неуверенного в себе мужчины легко обнаружить и не оказывают желаемого воздействия. Так что будьте стратегическими и осторожными. Пусть прикосновение станет продолжением вашей харизмы, вашего присутствия. Заставьте ее почувствовать вашу энергию простым жестом и наблюдайте, как растет влечение. Номер 6. Психология эффективного соблазнения. Если вы думаете, что соблазнение заключается только в обаянии или внешности, вы глубоко заблуждаетесь. Настоящий секрет соблазнения – психологический. Независимо от того, насколько вы красивы и как сильно вы стараетесь, женщина заметит, если вы не понимаете психологию влечения. Женщины гораздо сложнее, чем вы думаете, и для их соблазнения требуется глубокое понимание того, как работает их разум. Вы должны научиться разумно манипулировать этим умом, но не делать вид, что делаете это. Влечение случается, когда вам удается стратегическим путем пробудить в ней чувства. Одна из самых больших ошибок, которую вы можете совершить, это быть предсказуемым, показывать себя нуждающимся или слишком доступным. Женщины хотят безопасности, но им также нужно пространство, чтобы чувствовать себя свободными. Вам нужно найти баланс между интригой и уверенностью, но не быть одержимым или собственническим. Ключом является баланс между тем, чтобы показать ей, что вы желательны, и одновременно дать ей ощущение, что она контролирует свой выбор. Поэтому изучение психологии влечения необходимо каждому, кто хочет быть по-настоящему неотразимым. Номер 7. Как создать мгновенную и глубокую связь? Мужик, я тебе скажу по-настоящему. Если ты не можешь сразу создать связь с женщиной, ты обречен на провал. Независимо от того, насколько вы хороши в разговоре или насколько хорошо вы одеты, без связи вы никуда не доберетесь. Мгновенное соединение – основа любого успешного взаимодействия. А вот и секрет, который знают немногие. Она не просто ждет, пока ты интересно заговоришь. Нет, она ждет, чтобы ты заставил ее почувствовать что-то глубокое. Когда вы дадите ей почувствовать, что ее услышали и поняли, вы получите ключ к ее сердцу. И знаете ли вы, как это сделать?
Вместо того, чтобы говорить только о себе, проявите интерес к ней, к тому, что она думает, к тому, чего она хочет. Спросите о ней, но искренне. То, что вы можете предложить, это больше, чем слова, это энергия, которую вы передаете, и внимание, которое вы уделяете. Настоящая связь возникает, когда вы можете установить с ней контакт на более глубоком уровне, когда вы говорите правду о себе, но при этом позволяете себе услышать то, что она говорит. Не будьте ходячим монологом. Если вам удастся создать эту динамику обмена, настоящую связь, она ни за что не почувствует к вам влечения. Номер 8. Раскройте тайну привлекательного и неотразимого. Женщины любят тайну, это факт. А тайна, друг мой, это ключ к тому, чтобы стать человеком, которого они не могут выкинуть из головы. Вам не обязательно все время быть загадочным мужчиной, но вам всегда нужно оставлять ей что-то, что она сможет обнаружить. Ошибка мужчин, как правило, обратная. Они хотят показать все и сразу, полагая, что женщина на первом же свидании влюбится в их 100%ную версию. Не будь тем парнем. Секрет привлекательности и неотразимости в том, чтобы не выдавать себя сразу. Будьте стратегичны, проявляйте себя по частям. Женщине нужно чувствовать, что есть нечто большее, что она не знает всего и что всегда можно открыть что-то новое. И если вы способны сохранить эту тайну и в то же время быть заслуживающими доверия, то вы на правильном пути. Когда вы покажете себя искренним, но не полностью прозрачным, женщина будет чувствовать влечение к этой динамике, всегда ищет большего, всегда хочет знать больше. Именно это создает неприходящее влечение. Так что сохраняйте немного тайны, но не будьте слишком загадочными, потому что, если вы будете слишком далеко, вы в конечном итоге потеряете ее. Номер 9. Чего они действительно хотят и как им это дать? Послушайте меня внимательно. На самом деле женщины хотят не цветов, дорогих ужинов или преувеличенных заявлений. Им нужно уважение, внимание и искренний самим собой мужчина. Нет смысла дарить ей всю роскошь мира, если вы не знаете, как обращаться с ней как с равной, с достоинством и уважением. Они хотят чувствовать, что их ценят за то, кто они есть, а не только за то, что у них есть. И именно здесь многие мужчины терпят неудачу. Они думают, что все дело в том, чтобы доставить удовольствие женщинам преувеличенными подарками или жестами, но что их действительно привлекает, так это способность по-настоящему чувствовать себя особенными. Женщинам нужен кто-то, кто их увидит, кто их поймет, кто уважает их мнение и желания. Так как же дать им то, что они действительно хотят? Будь настоящим мужчиной. Не притворяйтесь, не используйте дешевые уловки, чтобы произвести на них впечатление. Дайте им то, чего они хотят больше всего на свете – искренность, уважение и настоящую связь. Это то, что выделит тебя среди всех остальных парней, пытающихся произвести на тебя впечатление поверхностными вещами. Номер 10. Лучшая стратегия, чтобы завоевать ее сердце. Пришло время поговорить о настоящей стратегии, той, которая поможет вам завоевать сердце настоящей женщины. И я буду с вами предельно честен. Стратегия состоит не в том, чтобы делать все, что она хочет, или быть прямолинейным парнем без индивидуальности. Окончательная стратегия – научиться владеть искусством соблазнения, не теряя при этом его сути. Перестаньте вести себя как собака, охотящаяся за костью, и начните быть парнем, которого она видит человеком, который не боится быть тем, кто он есть, не заботясь о ее одобрении. Настоящие достижения приходят тогда, когда вы демонстрируете лидерство и уверенность, а не подчиняетесь любой ее прихоти. Я говорю не о грубости или бесчувственности, а о том, чтобы стоять прямо и уверенно и понимать, что вы выбор, а не вариант. Конечная стратегия – знать, когда дать пространство, когда приблизиться, а когда отойти. Каждое движение должно быть рассчитано, но обязательно достоверно. Женщины влюбляются в мужчин, которые знают, чего хотят, тверды в своих решениях и не боятся уйти, когда это необходимо. Будь этим мужчиной.